России есть необычные магазины с экзотическими животными. Вот это было для меня очень такое неожиданное открытие. Я вообще не знал, что существует такой формат, и не задумывался о том, где покупают всяких этих игуан, хамелеонов, там, ящериц, рептилий и прочих. Оказывается, это такое целое направление. Не в каждой стране существуют такие вот магазины с экзотическими животными. И мы совершенно случайно с детьми наткнулись на этот магазин. Он называется «Пантерик». Есть в разных городах России. 3 магазина у них в данный момент открыто. И просто залипли там на несколько часов. При этом мы не собирались никого покупать, но это просто настолько интересно и увлекательно, как будто побывал в бесплатном зоопарке. И при этом персонал очень приятный, вежливый, доброжелательный, очень грамотные консультанты. Видя вот наш этот детский восторг, нам просто провели целую лекцию. Там была замечательная девушка по имени Вера, по-моему. Очень хорошо нам доступно и достойно все рассказывала. Просто блестящий специалист своего дела, поэтому если вдруг кто-нибудь из руководства магазина будет смотреть это видео, то просим поощрить данного продавца. Она просто умница. Ну и интерьер, конечно, великолепный. Все украшено, да, все стилизовано. Все террариумы содержат каких-то питомцев. Мы, кстати, не сразу это поняли, потому что сначала подумали, что это продают просто вот аквариумы, террариумы, да, вот эти вот аксессуары. И те, кто в них стоит, думали, что это просто пластмассовые, вот игрушечные такие модельки, потому что они очень все медленно двигаются. А потом, когда присмотрели, обнаружили, что нет, все-таки они шевелятся. И тогда уже пошли по всем остальным, а там где-то змеи, где-то пауки, где-то хамелеоны. Я уже даже не помню всех этих названий. Скорпионы там даже есть. Какие-то там сверчки, короче, очень большой ассортимент. И, кстати, это не просто магазин, это еще гостиница, как нам объяснили, вот для этих животных. То есть, если у вас есть экзотическое какое-то животное, то туда можно его сдать, если надо куда-то уехать. В общем, довольно необычный сервис и просто на невероятно высоком уровне. Я, честно говоря, не очень люблю вот всех этих рептилий, но это было забавно, познавательно и увлекательно. И, кстати, дети потом очень долго просили купить какую-нибудь ящерицу. Так что вот такие вот необычные магазины есть в России. Любители экзотических животных, знайте это. Ну, если в вашей стране нет ничего подобного, то вы теперь знаете, где это можно приобрести. Ну и как уже неоднократно говорил, в России очень много всевозможных культурных и досуговых пространств самой разной тематики. Выставки, соревнования, музеи, лекции, экскурсии, водные прогулки. Все это функционирует, развивается, выглядит очень престижно и достойно, открываются новые какие-то объекты. Люди, которые работают в сфере обслуживания, да и просто в основной своей массе, люди у нас в России культурные, добрые, воспитанные, отзывчивые, доброжелательные, внимательные, готовые поделиться своим теплом и частичкой русской души. И это Россия во всех ее проявлениях. Ну что ж, друзья, на этом буду завершать. Надеюсь, этот выпуск был интересен, полезен. Вы узнали для себя что-то новое. Кстати, просили в конце роликов вернуть песню, которая раньше звучала. Почему-то я перестал ее ставить. Думал, что, может быть, она вам надоела. Но вот люди просят ее вернуть, поэтому с удовольствием возвращаю. Всех приглашаю в Telegram. Там больше интересного, там новости, общение, анонсы и так далее. Также в других соцсетях можете подписываться, все ссылки будут в описании. До скорого, пока! Зашили мне сердце колючей струной, и вирус из глаз льется ржавой водой. Опечатан мой дом, обречен мой сосед. Мы во тьме, но поем с ним про солнечный свет.